Всем привет, вы смотрите кофейный блог, и сегодня у нас на обзоре, Распаковка, наверное, сегодня у нас распаковочка. распаковка и обзор. Я расскажу, почему я решился все-таки на команданта, а не изипресса, хотя расхваливал так магнитный контейнер, ну, поживу без него. Так, сегодня C40, версия Mark IV. Но у нас не вышла. только кофемолка, у нас еще есть Да, набор это банок. давай. Потом есть? Все спалил, да. Короче, у нас есть Ладно. банки. Ради этого, в принципе, и бралась кофемолка. Ради двух вещей, самых главных. Это микроны Скажешь. и баночки, в которых можно хранить кофе. Я расскажу, зачем. Хорошо. Давай с баночек начнем. С баночек, да, давай. Чикс. Огроменная упаковка. Просто. Ну, потому что все должно быть надежно упаковано. Кофемолка сама не маленькая. Плюс там еще, я так подразумеваю, комплектация должна быть интересная. Сейчас посмотрим, что Вот. там внутри. Так, вскрываем пломбу. Four bean jars brown. Чикс. Так. Итак, для чего мне нужны контейнеры? Для того, чтобы... О, хороший выбор. Для того, чтобы хранить кофе, я хочу взвешивать кофе один раз, в 4 дня, например, или в 2 дня, и потом просто пересыпать, потому что тут защищено от света, и, в принципе, тут на крышечке материал, который, по идее, не будет пропускать особо кислород. И даже если он так хранится, кофе дегазирует, и в нижней части будет углекислый газ, вроде как. Вот это не помню. Да. Нет. Но, в общем, да. Ладно, Вопрос с этим нам есть, предстоит вопрос еще есть. разобраться. Если азот бы был, то в верхней части был бы кислород. Но не суть. Будет он храниться недолго, пару дней. Мне просто с утра придется или там в течение дня открыть баночку, пересыпать. Лишний шаг взвешивания убирается. Один раз его сделал. А зачем его пересыпать? В смысле? Ну, если он у тебя в пачке хранится нормально. Не, мне каждый раз надо взвешивать там, А, типа 12 грамм. Я раз 4 распасовал то есть сразу. для этого ты купил 4 банки? Да. Ну, и не плюс знаю. запасные, потому что комодаты стеклянные, но уже есть пластик, но еще в наличии нет. То есть, Они подкручиваются в кофемолку, эти Да. банки? Да, они О, да, прикольно. так в этом и суть. Все, То есть, понятно. во-первых, у тебя есть запас на всякий случай. То есть во-вторых, можно вообще можно хранить. кастомизировать команданта, то есть темную банку такую. Да, уже Прикольно. прозрачный. Ну, это есть уже ладно дело. пластик. Ну, на самом деле, если просто хранить кофе у них, то не знаю. Это проще каждый раз Не, взвесить. так можно хранить даже молотый в морозилке. Ну, это для экспериментов, тогда это для зачем тебе экспериментов. команданты? Мы тебе Для- можем смолоть для и... экспериментов. Хорошо, согласен. И Класс. Ну, распаковка. банки да банки. Вот самое интересное у нас. Кадр не влезает, огроменная такая. Смотрите, American Cherry, Nitro Blade. Здесь скрывается. Да, Вот Open Here. хорошо. Ага, вот еще здесь есть. Ты точно, да? Да. Да, Как интересно сделали. пломбы. Та-дам! А мне Та-дам! показывай. Так, тебе показывать. Какая-то штучка. Какая-то прям войлочная защитная, да. штукень. Причем Да, не это- какая-то пупырка, а смотри, здесь просто Это такая реально штука. коврик, который можно где-то использовать потом. Да, да, это та вещь, которую не выбрасывают, а ложат и пригодится. Ну, круто. Так, Наклеечка пойдет на Вау! стену. Да. Ну, в твоем случае, а в моем случае пока полежит. Я не знаю, куда ее наклеить. Но как бы вы догадываетесь, куда попадет Евгения наклейка? нет, моя наклейка попадет на ноутбук, на обжарочный ноутбук. Мгм. Есть. Дальше какой-то дядька Какой-то дядька, который... придумал команданта, да? Да. We love trees. Короче, они деревья любят и... Поэтому делают командант из пластика. защищают деревья, и они знают, из какого дерева изготовлено вот это вот все. American Cherry. И здесь какая-то штучка. Что это такое? Ну, типа, оригинальная, конечно, не знаю. И причем фотография с черной, уже новая версия, это новый цвет в этом году. Мгм. Посмотрим, что там. Так, книжка. Насколько я понял, это не дерево, но могу ошибаться. Книжка с, с нормальными диапазонами щелчков. Посмотрите, у вас тут 7 щелчков эспрессо примерно, до 16. И при этом указано даже Red Clicks, что вы можете использовать. Да, да, Биолетти. То есть они не просто пишут Да, да, да. Ну там. Мока пот, они сразу Биолетти. Типа, ребята, вы понимаете, что взяли. French Press Cold Brew, не
никакого. Не Тодди. Да, не Тодди. Фильтр Chemex, фильтр не Вешка тоже, а фильтр разный Просто бывает. фильтр, да. И джезвый ибрик. Так, что здесь еще есть? А, подожди. Такой раз, Ну, переворачиваешь наверное. и Да, то же немецкий. самое. Немецкий. А, немецкий, да. Да. Ну, прикольно, прикольно. Цветная, еще и с такими инструкциями. Сейчас мы будем разбирать это все, покажем вам, потому что в обзоре была не моя кофемолка, а сейчас уже можно Так, опять разобрать. это дядька. Так, пластиковый контейнер. Пластиковый все-таки, да? Да. А, еще банка есть. Защитный пластиковый Банка. контейнер и 5-я банка для того, чтобы Подарок. прям- Купи 5 банок, 4 банки, получишь 5-й подарок. да. Так, есть. Ну, банки мы Ну, как смотрели. подарок. Цена Так, нормальная, подожди, да. еще здесь крутейшая наклейка есть. Мгм. Ну это точно. Вот, Это переливак. точно. Это точно ноутбук, да? Не, вот это, наверное, ты знаешь, ну, надо смотреть будет. Надо будет смотреть. Кстати, наклейки можете присылать. Вот здесь вот будет ваша наклейка, если отправите что-нибудь. Боб, кофе, офигенный кофе. Хочу поехать в Румынию к нему, в кофейню, в обжарку посмотреть. Оба. Так что можете поддерживать на Patreon. О, Заходите. смотри, уже сразу этот, как силиконовый манжетик на Да. кофемолку. Скажу зрителям, можете на Patreon заходить, подписываться, вступать в кофейное сообщество, чтобы поддерживать канал, чтобы я смог съездить к Александру, Николаю на обжарку и в кофейню. Интересно, она как он из работает. какого-то антистатичного пластика? Посмотрим по практике. Через месяц примерно или через 3 месяца Держи. я сделаю обзор, как оно на практике. Так, сам корпус тяжеленный. Слушай, а тут уже классно продумали, уже нет такого, что Чего именно? цепляются. То есть тут кофе, когда высыпаешь, он может не высыпаться до конца. В А, бортик, я понял, о чем в ты. бортик застрет, а здесь уже нет. А в этой банке есть бортик, да? Ну да, 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 да. То есть Mark 4 Но уже пластик хорош тем, может, что- пластик может как-то, понял, статика. Зато ты можешь его вот уронить сейчас. Сейчас Да. ты Да, разрешаешь, да, точно? Конечно. Точно? Конечно. На пол? Да, Вот так вот? да, и посмотрим. Э, Давай. Давай. И посмотрим, что с ним случилось. Ну, вот тут ну, вот чуть-чуть. может. Какие-то мелкие царапинки. Короче, всё. не придется делать уборку стекла. У вас будет нормальный да, контейнер. Да, 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 круть. Так оно даже не видно особо. Да, Ну, там маленькая такая косточка и все. я же о чем. Так что Ну, приступаем круто. дальше. Приступаем дальше. Дроп-тест прошел. Вот это Да. не надо мне. Так, обзор не для слабонервных, да? Так, что? Уронили новую команду. Офигенный цвет. Блин, красавица. Офигенный. Лучше Просто. смотрится, чем я думал. У нас была более светлая версия Дмитрия Да, Кутупина. это очень крутой цвет. Мгм. Сейчас сразу я примерю темную банку, потому что мне кажется, с темной банкой будет. Смотри, Мгм. как показать, с какой стороны. Это вот так. Ну, это круто. Огонь. Это реально Просто еще огонь. лучше, чем я предполагал. А ну И, давай. кстати, давайте сразу о версии скажу. Версия Mark 4 отличается тем, что более продуманно, можно сказать, тоже классно смотрится. Мгм. Более продумана верхняя часть, механизм фида зерен. Когда вы засыпаете, здесь у некоторых людей, возможно, зернышки какой-то мелкой эфиопии попадали между осью и пластиком. Мгм. Возможно. Здесь у вас 100% этого не будет. И это А круто. регулятор помола одинаково? Там ты говорил про микроны, это в предыдущих версиях тоже было? Везде микроны. Команданты, давайте расскажу, почему я выбрал команданты, а не другие кофемолки. Потому что в ходе исследований оказалось, что я был невнимательным, у них даже на сайте говорят, что изменение микрон. Но микрон не ход оси, а размер фракций. То есть вы знаете, какой размер фракции у вас будет при измельчении при определенном количестве щелчков. Например, хочется вам эспрессо, вы знаете, что это 200 микрон. Хочется вам фильтр, вы знаете, что там 600-800 микрон. И в микронах гораздо проще мне думать, потому что когда я беру кофемолки, у меня постоянно ступор, я не знаю, с чего начать. Я смотрю табличку на сайте,
и угадываю, куда же мне двигаться. Ну, типа, мелкий фильтр, начало фильтра, конец фильтра. Когда я микроны, во-первых, я их запоминаю, я щелчки не запоминаю, а тут приходится всего одну цифру запоминать, там, 200 микрон эспрессо, 800 каппинг, там, ну, все, и запомнил, разделил на 3 и получил количество щелчков на 30. Ничего сложного. То есть 3 на 7, 21, 7 щелчков, 21, 210 микрон эспрессо. Все понятно. Вот за это я ее люблю. И переходим дальше к ручке. Да. Так. Ну и, конечно же, это энергия. Берешь в руку, она очень приятная. Чик-чик-чик-чик. Так, давай подальше этой каш, чтобы она не упала. Достаточно плотно сидит. Мгм. Как классно дерево все-таки. Ну, тест. Есть шатун, да? Это сделали, чтобы легче надевать, потому что мы видели в версиях EasyPress, они сделали плотно. И тяжело Магнитик есть, да? попасть. Магнит есть. Класс. Да. Да, Это магнит хорошо. есть. И можно щелчки изменить, поставить 0. Послушать звук, насколько отличается. Просто Серьезный звук. звук, знаешь, такого этого затвора. Мгм. Ну, Какой-то- команданты, они ж не просто так назвались. Смотрим на ручку. Насколько я помню, там 10 То есть щелчков. зажать в конец? Нет, чтобы ручка не двигалась. Ну, она уже Вот все, один не щелчок, двигается. попробуй один щелчок. Это 0 был, Все, это уже единица. да, да. И сейчас подожди, сейчас секунду. Давай подержу. Мы можем сейчас сделать такой трюк, попытаться. 10 щелчков, по идее, вот это. То есть можно там 20-30, чтобы, ну, что-то вроде этого. На сайте есть инструкция, я не помню, сколько там щелчков, вроде 10 идет. И то есть быстрее можете оперативнее изменять помол. Для тех, кому важно, один щелчок плюс затирает, 2 щелчка затирает. Причем так, ну, видно, что ось чуть-чуть неровная. Ну, неровная, потому что сейчас зерен нет, все такое. Ну, 3 может, потому щелчка. что она новая, еще заточка ножей, там тоненькая 4 кромочка. щелчка уже там чуть-чуть совсем. Там динамичные жернова, они как-то ходят свободно. И плюс заточка еще надо проходить Короче, в процессе килограммы кофе. использования разберемся, и Да. когда будем готовы, будет детальный обзор уже. И После использования, да, мы расскажем, но сейчас мы ее разберем, чтобы узнать, что там внутри. Давай пойдешь? сам. Да. Посмотрим, что же внутри, что за конструкция. Сложно ли вообще разбирать, откручивать. Не сложно, потому что удобно держать. ты знаешь, сейчас напоминаешь ребенка, Пластика. которому подарили машинку, он ее сразу разобрал. Не, ну мы же должны хотя бы раз это сделать, а то в прошлые разы не показывали. Вот такой вот регулятор, в пластике идут подшипники. Не знаю, насколько это надежно, но в любом случае можно все эти детали купить. С пружинкой сразу. Жернова. Прикольно, не видел такого. Жернова новенькие, и ты пощупай их. Материал какой-то прям необычный. Ну, сложно левой рукой сейчас. Мгм. Семиконечные. Для кого это важно, агрессивные. Кстати, это очень хорошо заточено. И пробуем доставать центральную часть, ось. Не доставим. Так, вот ось. Всё? И вот эти Очень две просто. штучки, которые на А. подшипниках. У них есть какой-то ресурс или... Это, скорее всего, нет. Если просто вы их потеряете случайно, Мгм. возле слива на улице разбираете канализационного, Я у вас понял. случайно выпало, и вы можете найти в продаже. Или если пылесосом вдруг Да, чистите да. кофемолку, то... Нет, не чистите кофемолку, если вы... Да, или так. Ну, ты их разобрал и хочешь там пылесосом выдуть помол налипший какой-то. И забыл снять этот подшипник. И потом раз смотришь, уже и нету его. Мгм. Втулку.
наверное, правильно сказать. Шайбу. Вот. Шайбу, да. Ну, в принципе, тут не о чем больше рассказывать. Mark 4, Made in Germany, Metro Blade. Уже нет проставки какой-то силиконовой, которая была в прошлых моделях. Сейчас наденем ручку и закрутим. Посмотрим, насколько это приятный процесс. Или неприятный, потому что в других кофемолках. Ну, мне нравится. Реально практично. То есть за счет того, что вы можете легко взяться вот так вот зафиксировать, даже одной рукой, так одним пальцем, и сделать необходимое количество щелчков, то в принципе ну, нет дискомфорта. Вот у вас ручка снизу, вот там 10 щелчков, например. Сейчас. Звук, как будто Харли Дэвидсон проехал мимо. В общем, по практичности, в принципе, нормально. Я думаю, можно быстро ей пользоваться. Ну, единственное, конечно же, придется помнить каждый раз, сколько щелчков установлено. Но не составляет труда закрутить ее до нуля и потом считать. Потому что за счет того, что вы можете одним пальцем так зафиксировать, это очень комфортно. Посмотрим через месяц, какие будут ощущения от использования. В данном случае я точно знаю, что я буду тестировать ее уже на 19 щелчках, 570 микрон, потому что рецепт уже отточен Александром Николаевичем, чемпионом мира по жарке. И с его рецептом, с его щелчками, настройкой, крупностью фракции будет уже более стабильно вариться все. Ну что, я поздравляю с покупкой. Спасибо. Пусть служит. Долго шел и наконец-то она. Еще Mark 4. Так что вовремя взял. Не Mark 3 староватая, у которой вот эта штучка еще не доработана. Ну, хотя я не особо видел жалобы. Это сюда одевается? Можно, да. Ты будешь одевать? Ну, я не... Вот почему я взял Комодато? Потому что у меня достаточно большие руки, и мне несущественно важно, насколько широкий хват. Потому что я руки сильные, штативы тягаю. Держать комфортно, в принципе. Ну, тебе не очень. Не очень, но я справлюсь. Да, тебе придется, наверное, вот это. Ну, в принципе, везде фотографии в интернете девушки используют Вот без так? проблем. Не. Ну и как бы можно между ногами зажимать, кстати. Не, ну я обычно вот если сидя, зажимаешь и реально удобнее. Можно еще ногой перенаступить, видите, нормально. Да, тут как-то по-другому закручивается сейчас. Не, нормально все. Вот полоборота там буквально, чуть больше, чем полоборота. Очень комфортно. И самое главное, что уже идет пластиковый контейнер, который, во-первых, прозрачный, во-вторых, можно ронять. Практичность достаточно высокая. Что ж, помните, кофе бывает разный, кофемолки бывают разные. Подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть через месяц или через 3 месяца. Кстати, я тебя Щеточки. перебью. Щеточки, возможно. Знаешь, для чего этот коврик? Когда ты обслуживаешь кофемолку, чистишь, то сюда удобно ложить все детальки. Пружинки, жернова, шайбочки. Во-первых, не поцарапается, а во-вторых, а что, щеток нет? Я думаю, может щетка есть? Нет, щетки нет. Фигушки. То есть в этом плане китайские кофемолки немножечко По выигрывают. продуманию, да? Ну, по продуманию, здесь просто щетка идет какая-то супер крутая. Но в принципе, здесь с этим механизмом ничего не налипает. Да. Ну, вот так вот трусил, оно Ну, уже так все... постучало об асфальт. и Ну нормально. да. Смотри, вот коврик специально для того, чтобы, когда ты ее разбираешь, чистишь, сюда ложишь там, жернова, Ну, сейчас посмотрим, шайбы. кстати, насколько она по ширине. Да, идеально. Положил и хранишь так. Или в поездку потом в коврик закрутил чем-нибудь, и надежно она у вас путешествует. Потому что дерево все-таки натуральное. Ну, реально так В смысле, можно. вот это натуральное дерево? Да. А как оно такое тоненькое? Они сделали таким образом, смотри, раз. Типа всё. шпон, Ну да, они Ну, просто смотри, там срезали буквально его- тоненькое. толщина, я не знаю, там
Очень тонко. Полмиллиметра. Да, но Как это так потом можно? шлифуется еще. Делать такое. Вот смотри, раз, Я думал, сделал это себе чехол. пластик, Так ничего смотри, себе. какой я себе чехол сделал для перевозки. Так что нормально можно путешествовать. Где-то думаю, что раньше я так мало путешествовал. Чехла же не было, сейчас теперь это Да. можно. С таким-то да. И все натуральные материалы. Даже вот этот мешочек будет мешочек. Каремат, каремат. Вот это все дерево. И они даже вроде как пишут, где они его взяли и все такое. Так, ну хорош рассусоливать. Пора бы уже и И выпить кофе. выпить кофе. Вообще легко. Можно? Но она темно обжарена, наверное. Я не знаю. Да. Просто берешь двумя пальчиками так аристократично. Вот. Для чего это бралось? Для того, чтобы наслаждаться каждым процессом заваривания. Потом еще чайник в дальнейшем надо, чтобы нормально тонким носиком вливать, а не Мгм. вот этим вот Да, залил круть. и в воронку унесло. И смотрим тест Поналипало, контейнера. я Да. вижу уже, поналипало. Самое главное, тут поналипало, но Везде нормально. поналипало. Да. А давай попробуем в стекло смолоть. Ну, самое главное, что я все-таки во время обзора узнал, что на мелком помоле она достаточно быстро измельчает. Как-то жирновато. Смотри, если кристаллизировано. вот такое движение поделать, Да, то смотри, все классно Так что отлипает. крышечку, Крышку можно использовать вот для чего. да, Раз и четенько все. Теперь на крышке поналипало. но зато, Оно собралось все зато на крышке. поналипало то, что не нужно. Кстати, да. Можно, знаешь, использовать как Да. фильтрация от Отсеивать, шелухи да. всякой. Потому что она дает Вот оно где во собралось. вкусе. Вот уже чистенько. И можно пересыпать сюда, попробовать. Посмотреть, как она высыпется. Пока что остается, и надо было со временем. Ну, высыпалось, да и слава богу. Ну, как сказать, Как тут сказать? просто холодно, и за счет этого почему-то дома у меня по-другому. Тут у всех кофемолок налипает кофе. Ну и надо поюзать. Я думаю, она со временем перестанет налипать. Короче, я понял, нужно использовать эту кофемолку в обжарочные дни, когда у нас здесь тепло, ростер накочегарил. Ну, Да, щеточка не помешала бы. К счастью, щетки продаются везде, поэтому не проблема. Все, помните, кофе бывает разный, кофемолки бывают разные. Смотрите обзор, лайвстрим, когда я варил эспрессо с подобной кофемолкой, еще не Mark 4. И сравнение с кофемолками EasyPress. И даже EasyPress Q2, еще отдельный обзор, который лучше не смотреть, лучше смотреть сразу со всеми 5 кофемолками EasyPress, Таймор и Команданте. пока. Пара.